Ночной рейс над Западной Сибирью показывает то, чего нет ни на одной карте. В полной темноте под крылом рассыпаны оранжевые точки. Они не мигают, не двигаются и не гаснут до утра. За тот газ, который сгорает в этих точках, в другой части мира платят живые деньги. Вписывают его в бюджет страны и годами спорят о трубе, по которой он пойдет. В 2025 году в мире так сожгли 167 миллиардов кубометров газа. Всемирный банк оценил сгоревшее примерно в 54 миллиарда долларов и посчитал, что по объему это почти столько же, сколько за год потребляет вся Африка. Еще одна цифра из того же отчета. Факелы за год дали 429 миллионов тонн выбросов в пересчете на углекислый газ. И около 50 миллионов тонн из них – это метан, который вообще не сгорел и ушел в воздух целиком. Третий год подряд объем сжигания растет. Логика сопротивляется. Товар, за который платят, жгут в чистом небе миллиардами кубометров. Делают это открыто, никого не стесняясь. И никто на промысле не считает это ошибкой. Значит, объяснение не в глупости и не в жадности. Иначе оно кончилось бы вместе с первым крупным штрафом. Начну с детали, которая ломает сам вопрос из названия. Факелы почти никогда не зажигают. На верхушке любой нормальной факельной установки горит маленький дежурный огонек размером примерно с газовую плиту. И горит он непрерывно. Летом, зимой, в дождь, годами. Промысел тратит на него собственный газ каждую секунду своей жизни. Причина не в красоте и не в традиции, и до нее мы доберемся, поднимаясь снизу. Путь у нас такой. Начнем в пласте на глубине около 2,5 километров. Поднимемся по стволу скважины, пройдем сепаратор, где нефть расстается с газом, попадем внутрь самой факельной системы, в емкость с водой у ее основания, оттуда наверх, к горелке и в конце окажемся на орбите, потому что все цифры, которые я назвал, получены именно оттуда. К финалу я отвечу на вопрос, с которого начал. Причин там несколько, и самое неприятное ждет в самом конце. Внизу, в пласте, никакого газа, как отдельной субстанции, нет. Есть нефть под давлением в несколько сотен атмосфер, и газ в ней растворен, примерно как в закрытой бутылке минеральной воды. Сколько его там, зависит от залежи. В одной тонне нефти может оказаться несколько кубометров газа, а может несколько сотен. Это свойство пласта. Компания на него не влияет никак. Скважину открывают, и нефть идет вверх. Давление падает, потому что над жидкостью больше нет 2,5 километров породы. Растворенный газ выделяется пузырями, точно как в открытой бутылке, и разделить это невозможно. Пузыри появляются в стволе сами, задолго до того, как поток дойдет до людей. Нефтяник не бурил за этим газом и не заказывал его. Он получает его в комплекте почти на любой нефтяной скважине, каждую секунду добычи. Наверху попадает в сепаратор. Нефть обязана стать стабильной. Покупатель принимает жидкость с ограниченным давлением насыщенных паров, иначе цистерна или трубопровод превращаются в проблему, поэтому газ отбирают в несколько ступеней, снижая давление шаг за шагом. К концу этой цепочки у промысла на руках оказывается ровный поток газа, и вопрос из хозяйственного становится географическим. Поток появился там, где стоит скважина, а не там, где живут потребители. Нефть в этом смысле удобная. Она жидкая, плотная, дорогая. Ее можно налить в цистерну и повезти по железной дороге или зимнику, и ее цена оправдает почти любую логистику. Газ ведет себя противоположно. В одном кубометре энергии мало, а места он занимает много. И чтобы сдвинуть его с места, нужны компрессоры, осушка, замер, газосборная сеть между кустами скважин и завод на конце маршрута. Тонна нефти окупает и скважину, и дорогу к ней. Тот же газ, снятый с той же скважины, никакой дороги за собой не окупает. Работающих вариантов у промысла несколько. Построить газосборный коллектор и отдать газ переработчику. Закачать обратно в пласт, поддерживая давление и увеличивая отдачу нефти. Сжечь с пользой прямо здесь, в газовых поршневых или турбинных агрегатах, и получить электричество для собственных нужд. Поставить небольшую установку и делать сжиженный газ или метанол на месте. Есть применение и менее очевидное. Тот же газ подают в затрубное пространство соседних скважин. Он разгазирует нефтяной столб, тот становится легче и поднимается сам. Газлифтная скважина работает без насоса на дне, спокойно терпит песок и высокую температуру, и газ в ней превращается в подъемную силу.
Закачка обратно, кстати, выглядит изящнее всех, но она не бесплатная. Чтобы задавить газ в пласт, нужен компрессор, а компрессору нужна мощность. И берут ее на промысле обычно из того же самого газа. К этому добавляется геология. Не каждая залежь примет обратно то, что из нее вышло, без риска испортить сам режим вытеснения нефти. Крупный промысел с длинной жизнью и заводом на другом конце трубы такие затраты переваривает. Небольшая залежь на болоте, до которой 70 километров зимника, с прогнозом добычи на 8 лет, чаще всего не переваривает. Исключения бывают там, где рядом случайно проходит чужая труба или стоит энергодефицитный поселок, готовый брать электричество. Экономика в этой точке говорит короткое неприятное слово, а физика продолжает подавать газ каждую минуту. В этом зазоре и стоит факел. Зайдем внутрь установки, потому что устроена она гораздо интереснее, чем выглядит с дороги. Труба, которую видно снаружи, это не одна труба. По всему промыслу от предохранительных клапанов идет факельный коллектор, и он собирает сбросы со всех аппаратов сразу. Первым на этом пути стоит отбойник, большая горизонтальная емкость, где из потока выпадает жидкость. Если капли долетят до горелки, пламя станет нестабильным, а горящие капли начнут падать вниз, на площадку. Внутри у отбойника нет ничего впечатляющего, и в этом его прелесть. Отражательная плита, штуцеры, уровнемер и насос, который включается сам, когда уровень поднимается выше заданного. Откачивают оттуда тяжелые углеводороды с водой и грязью. Обслуживание сводится к нудным вещам. Проверить уровень, проверить, что насос выходит на режим, проверить обогрев. Последнее особенно важно на севере, потому что лед в факельной линии – это документированная причина ее блокировки, наравне с закрытой не вовремя задвижкой и наросшими твердыми отложениями. За отбойником обычно ставят гидрозатвор. Это емкость, частично заполненная водой, и газ проходит через нее, пробулькивая через погруженную трубу. Ход простой и очень умный. Вода не дает пламени пойти обратно в коллектор и одновременно держит внутри системы небольшое избыточное давление. Зачем это давление, понятно из обратного вопроса. Что попадет в трубу, если давления не будет? Воздух. Кислород в факельном стволе – это готовая горючая смесь внутри стальной трубы, и при содержании кислорода примерно выше 6% фронт пламени способен пойти сверху вниз внутрь системы. Обычный огнепреградитель здесь не спасает, его не рекомендуют ставить. Он забивается коксом, льдом и грязью. Поэтому кислород не задерживают, а вытесняют. В систему постоянно подают продувочный газ, азот или собственный топливный, чтобы движение всегда шло только наружу. Чтобы продувки требовалось меньше, у самой верхушки ставят молекулярный или скоростной затвор, вставку с перевернутым каналом. Легкий газ в ней задерживается, а тяжелый воздух не может пройти вниз. Из этого следует свойство, которое редко проговаривают вслух. Факельная система по своему устройству обязана всегда выпускать наружу хотя бы немного газа. Полный ноль в ней означает подсос воздуха. Значит, наверху всегда есть поток. Пусть маленький, пусть в сотни раз меньше рабочего, но постоянный. И его нужно сжигать, потому что метан над площадкой в штиль просто повиснет и растечется в неизвестном направлении. Дежурный огонек на верхушке существует ровно для этого. Он поджигает продувку в момент ее появления и одновременно ждет большого события. Как его разжигают, если он все же погас, отдельное удовольствие. Классическая система называется генератором фронта пламени. Внизу, на панели у земли, смешивают воздух от заводской пневмосети и топливный газ. Свеча дает искру, и внутри тонкой трубки диаметром около дюйма рождается огненный шар. Шар бежит по трубке вверх, к горелке, и поджигает дежурный запальник. Расстояние может быть больше 300 метров. Панель при этом остается внизу, где ее обслуживают, не останавливая факел. Современнее и надежнее электрическая свеча прямо у горелки, высокоэнергетический разряд, а термопара рядом постоянно докладывает в операторную, горит запальник или нет. Гаснет он по причинам до обидного бытовым. Сильный ветер, ливень, просадка давления в линии запального газа или забитое сопло, конденсат, который натек в ту самую трубку для огненного шара, а потом погасил его на середине пути, сажа, которая нарастает на электроде и в конце концов не дает искре пробиться, а трансформатор
от этого выгорает. Бывает и обратное. Собственный сброс накрывает запальник холодной струей с большим содержанием азота, и пламя срывает. Поэтому запальники стараются ставить с наветренной стороны, а каждый случай погасания записывают вместе с направлением и силой ветра, чтобы понять закономерность. Пламя, которое кажется вечным с дороги, на деле требует постоянного присмотра. Зажигают факел не для того, чтобы избавиться от газа. Его держат зажженным, чтобы не пришлось зажигать в ту минуту, когда решать будет некогда. Если такой разбор вам подходит, оставайтесь. Самая тяжелая работа этой железной трубы еще впереди. Высоту ствола считают по тепловому потоку, потому что примерно от 15 до 30% выделяемого тепла уходит от пламени излучением. Нормы задают границы прямо в числах. Там, где люди работают всю смену, поток не должен превышать 1,5 кВт с небольшим на квадратный метр, а зона с потоком около 4,7 кВт допустима лишь для действий на 2 или 3 минуты, вроде аварийного отхода. Чем больше расчетный сброс, тем выше приходится поднимать горелку, чтобы уложиться в эти границы. Диаметр при этом тоже ограничен. Скорость газа на выходе держит примерно до половины скорости звука. Иногда вместо высоты дают пар или воздух. Струя подмешивает воздух в пламя, и оно перестает дымить. Черный шлейф над факелом означает недостаток воздуха и сажу, то есть плохое горение. Шум при этом растет, и промысел выбирает между сажей и гулом. А там, где рядом жилье, ставят закрытые установки. Горелки собирают внизу, внутри огнеупорного кожуха, и пламени снаружи вообще не видно. Работает вся конструкция в 3 разных режимах, и разница между ними больше, чем кажется со стороны. Первый режим постоянный, тот самый попутный газ, который некуда девать. Ровное пламя, месяцами одинаковое. Именно оно дает основной объем мировой статистики. Освоение и испытание скважины дают режим короткий и грязный. Новая скважина после бурения выдает смесь, в которой есть остатки бурового раствора, вода, песок и газ неизвестного состава. Пускать такое в товарный трубопровод нельзя, пока состав не измерен, а измерять надо на потоке. Продукцию несколько суток направляют на факел, и пламя в это время рваное, дымное, с гулом. Ради третьего режима факел, собственно, и строят – аварийный сброс. Если на установке подскакивает давление, если сработала защита, если пропало электричество на насосах, аппараты обязаны разгрузиться, и разгрузиться быстро. Предохранительные клапаны открываются, и содержимое установки, десятки тонн газа, уходит в факельный коллектор за считанные минуты. В операторной это выглядит скучно. Столбики давления по аппаратам синхронно валятся вниз. Гирлянда сигнализации становится желтой. Слышно при этом гораздо больше, чем видно, потому что гул от факела идет через стены, а на самой площадке в такие минуты разговаривать бесполезно. Пропускную способность факела считают по худшему сценарию, который может не случиться ни разу за всю жизнь месторождения. Это аварийный выход, а не мусоросжигатель, и ценность у него, как у любого аварийного выхода, равна нулю, ровно до нужной минуты. Почему сброс жгут, а не выпускают воздух, объясняется арифметикой. Метан, как парниковый газ, примерно в 80 раз сильнее углекислого на горизонте 20 лет. Сгорая, он превращается в углекислый газ и воду, и климатический эффект уменьшается на порядок с лишним. К этому добавьте сероводород и тяжелые компоненты, которые в попутном газе есть почти всегда. И главное, облако несгоревшего газа над промыслом опаснее всего перечисленного вместе. Это осознанный выбор меньшего зла, посчитанный на бумаге задолго до стройки. На части месторождений выбора нет вообще. Там, где в газе много сероводорода, а такие залежи есть и в Оренбурге, и в Прикаспии, любой выпуск без огня недопустим по санитарным причинам. Сероводород коварен тем, что при высоких концентрациях перестает ощущаться на запах, и человек теряет единственный бытовой признак опасности. Горелка превращает его в оксид серы, вещество тоже неприятное, но его хотя бы уносит вверх горячим потоком и разбавляет на высоте. Однажды ту же логику применили в масштабе, который стоит увидеть. В пустыне Каракумы есть кратер Дарваза, шириной около 70 метров и глубиной около 30. По распространенной версии, в 1971 году советская буровая ушла в подземную пустоту, из провала пошел газ и его подожгли, рассчитывая, что за пару недель все выгорит. Часть туркменских геологов рассказывает иначе. Провал образовался еще в 60-е, а зажгли его только в 80-е. Документов в открытом доступе нет, и точную дату, скорее всего, уже не установят. Достоверно другое. Горит он несколько десятилетий, а в июне 2025 года представители Туркменгаза сообщили, что интенсивность пламени упала примерно до трети от прежней.
Та неприятная причина, которую я обещал, касается не экономики, а самого горения. Вся защита факела построена на допущении, что он горит и горит хорошо. Промышленность и регуляторы много лет считали, что факел уничтожает 98% метана. В 2022 году группа Genevieve Plant из Мичиганского университета проверила это с самолета. Приборы измеряли метан и углекислый газ прямо в шлейфе, по подветренной стороне, над 3 нефтегазовыми районами Соединенных Штатов Америки, на которые приходится больше 80% факельного сжигания в этой стране. Результат опубликован в журнале Science. Реальная эффективность оказалась 91,1%. Разница в 7% выглядит скучно, пока не посмотришь, из чего она собрана. Большинство факелов действительно работают на своих 98, но часть горит с эффективностью около 60%, а от 3 до 5% факелов в момент наблюдения не горели вовсе и выпускали газ целиком, оставаясь при этом железной трубой без пламени. Сложите это по всей стране, и оценка метана от факелов вырастает в 5 раз против официальной. Получается от 4 до 10% всего метана нефтегазовой отрасли этой страны. Гладкое оправдание рушится именно здесь. Аргумент «жечь лучше, чем выпускать» верен, но верен ровно настолько, насколько факел действительно горит. Погасший факел выглядит как решение проблемы и одновременно является чистым выбросом метана. При этом было бы нечестно сказать, что достаточно поставить контроль пламени и вопрос закрыт. Контроль ловит именно погасший запальник, и это половина найденной проблемы. Вторая половина сидит в тех 60%. Неполное горение возникает от плохого смешения с воздухом, от лишнего пара, от бедного газа с высоким содержанием азота, от режима, на который горелка не рассчитана. Термопара про такое ничего не расскажет. Сожженное на самом промысле считают ультразвуковым расходомером. 2 датчика на стенке трубы гоняют импульс поперек потока туда и обратно. И по разнице во времени пробега прибор вычисляет скорость газа, а значит и объем. Работает он в трубе большого диаметра при почти нулевом перепаде давления, что для факела принципиально. Обычная сужающая шайба тут недопустима, она мешала бы аварийному сбросу. Цифра с этого прибора и попадает в отчет. Спутники считают иначе, и это принципиально. Ночью прибор на метеорологических спутниках смотрит в коротковолновом инфракрасном диапазоне, где после заката нет ничего, кроме собственного шума матрицы. Любая горячая точка на Земле в этом шуме выпирает. Метод придумала группа Кристофера Элвиджа в Колорадской горной школе. По яркости в нескольких каналах сразу строят кривую излучения и получают температуру источника, его площадь и мощность излучения. Температура и отделяет факел от лесного пожара. Мощность излучения через калибровку пересчитывают в объем сожженного газа. Так Всемирный банк ведет годовую статистику. Оранжевые точки под крылом самолета из первого кадра стало быть не картинка. Это измерение, которое снимают с орбиты каждую ночь, и спрятаться от него нельзя. Пора вернуть долг и ответить на вопрос изначала. Газ приходит сам, приходит там, где нет потребителя, и стоит дешевле трубы, которая его увезет. Часть пламени убрать нельзя вообще ничем. Запальник, продувка, освоение скважины и аварийный сброс останутся при любой технологии и на любых деньгах. Спорной остается ровно та середина, где горит ровное месячное пламя, и там вопрос уже не физический. Проверить это легко на 2 странах. В России норматив утилизации в 95% действует с постановления 2009 года, а с 2012 за превышение 5% порога плату считают с повышающими коэффициентами, доходящими до 120. При этом за 2025 год сжигание в стране выросло примерно на 9% и составило около 25 миллиардов кубометров, крупнейший объем в мире. Казахстан с 2012 сократил сжигание на 87% и еще на 16% за один последний год. Пласты в Прикаспии не мягче западносибирских, а результат отличается в разы. Отдельно стоит один упрямый показатель из той же статистики – удельное сжигание, то есть объем газа на добытый баррель. За последние 15 лет по миру практически не изменилось. Технологии за это время сменились дважды, а показатель стоит на месте. Совсем факелы не погаснут, пока работают промыслы. Запальник и продувка нужны установке так же, как ей нужны предохранительные клапаны, и этот огонек будет гореть на любом объекте, где есть газ под давлением. Исчезнуть может только та часть, которая горит месяцами ровным пламенем потому, что трубу считать было некому. Мне интересно, что скажут те, кто живет с этим рядом. Если у вас за окном или на вахте есть факел, напишите в комментариях, как он себя ведет. Горит ровно или дымит черным? Вырастает ли иногда в столб?
По этим признакам читается довольно много. А если вам подходят разборы, где вместо страшных слов идут цифры и устройство железа, оставайтесь на канале. Тут этим и занимаются.